Каждый успех и неудача во многом зависят от того, какие цели мы ставим перед собой и какие действия совершаем на пути к ним. Каждый день мы чего-то хотим, будь то новый автомобиль или домик на берегу моря. Наши желания нас никогда не отпускают. Однако в жизни очень часто мечты остаются лишь мечтами, и люди в отчаянии говорят, что обстоятельства были против нас. Кто-то хочет научиться управлять автомобилем уже 3 года, а сам до сих пор продолжает ездить на метро, так и не записавшись в автошколу. Кто-то хочет путешествовать по миру, но даже не удосужился получить загранпаспорт. А кто-то мечтает сменить карьеру и попробовать себя в новой области, но даже не записался на обучение. Из этого видео вы узнаете алгоритм успеха, который позволит вам иметь все, что пожелаете. Вы на канале Magic Life. Меня зовут Ольга Скляр, и со мной исполняются желания. Ставьте сердечки в комментариях для энергообмена и, конечно, подписывайтесь на канал для поддержания баланса во Вселенной. Во Вселенной баланс главнее всего. Если вы хотите, чтобы ваши желания реализовывались, используйте этот алгоритм 5 шагов к достижению цели, и он приведет вас к успеху. Первым шагом в данном алгоритме будет «Где я сейчас?». В этой точке мы должны осознать, насколько далеко наша цель, что мы имеем сейчас, на старте. Ставьте большие цели, только тогда их достижение будет эффективным. Большая цель рождает энтузиазм, воодушевление и дает силы для реализации. Это только кажется, что мечтать очень просто. На самом деле есть люди, которые и вовсе не умеют этого делать. Мечты – это некий коктейль из наших чувств и эмоций, желаемого и значимого для нас. Как часто мы запрещаем себе думать о том, что что-то достижимо. Считается, что дети самые счастливые, потому что самозабвенно мечтают и фантазируют. Я предлагаю вам брать с них пример. Для достижения успеха каждому человеку важно представлять свое идеальное будущее. Именно мечты задают направление, придают сил и энергии, позволяют перезагрузиться. Шаг второй. Чего я хочу? На этом этапе очень важно увидеть конкретный результат. Чего вы хотите достигнуть? То есть, если ваша цель похудеть, то в точке «Чего я хочу» вы должны обозначить конкретный вес, к которому стремитесь. Если вы хотите больше зарабатывать, то должна быть конкретная цифра, сколько вы должны зарабатывать в день и час, чтобы прийти к вашей цели. Если цель нематериальная и неосязаемая, например, стать увереннее в себе, то результатом будет состояние ощущения уверенности. Цели должны быть четкими и конкретными. Вне зависимости от того, какими способностями, талантами или энергией вы обладаете, вам никогда не добиться результата, если вы не заставите ваши ресурсы работать и не сфокусируетесь на чем-то конкретном. Мозг мыслит образами, и если ваше желание размыто, он не сможет представить его в виде конкретного образа. И в результате не возникнет никаких эмоций. Нет эмоций, нет действий. Постарайтесь сформулировать тот результат, которого вы бы хотели достигнуть в ближайшем будущем. Перед тем, как поставить цель, представьте, что у вас уже получилось ее достичь. И здесь ответьте на вопросы. Что изменилось в вашей жизни? Насколько этот результат делает вас счастливым? Приблизил ли он вас к успеху? Ставьте цели в самых различных областях своей жизни. Учеба, работа, дружба, семья, путешествия. Это позволит гармонично развиваться во всем, а не концентрироваться на чем-то одном. Важно, чтобы выбранная цель была достижима, конкретна и понятна. Нельзя требовать от себя больше, чем можете реально выполнить. Если желаемая цель слишком глобальная, например, выучить английский язык, французский, китайский, постарайтесь разбить эту цель на несколько второстепенных. Выучить 20 новых слов в день, смотреть кино только на этом языке, общаться с носителями и так далее. Не забывайте, что цель не должна быть слишком отдаленной. Если для ее достижения должно пройти слишком много времени, больше года, сил и энергии может не хватить на весь срок. И вам очень трудно будет держать фокус внимания на этой цели.
Третьим пунктом будет безусловная вера в результат. Здесь переплетается и доверие к Вселенной, и доверие к миру, и вера в себя. Важно вспомнить все свои достижения, даже самые маленькие подарки судьбы, которые у вас когда-либо были. Цели должны быть оформлены в позитивном ключе. Негативное оформление ни в коем случае не допускается, потому что оно воспринимается подсознанием наоборот, и это может вам помешать. Подробнее о том, как правильно формулировать желания, вы можете узнать из видео «108 желаний». Подсказка появилась в правом верхнем углу. Четвертый шаг – это действие. Оцените все то, что можете сделать для достижения желаемого шаг за шагом. Очень хорошо, если действия будут направлены на то, чтобы реальность соответствовала цели. Вы должны максимально визуализировать реальность, в которой цель достигнута. Если она материальна, например, вы желаете купить новый автомобиль, узнайте точную стоимость, найдите время, чтобы заехать в автосалон и посмотреть на нее. Запишитесь на тест-драйв. Так цель станет частью реальности, и вам будет проще ее достичь, потому что тот всплеск эмоций, который вы получите, он пошлет сигнал вашему подсознанию и во Вселенную о том, что вы готовы. Именно уровень нашей энергии, на пике эмоций загаданные желания исполняются практически мгновенно. Цели обязательно должны иметь временные рамки. Для каждой цели существует дата ее осуществления. Дата носит чисто психологический характер. Многие боятся не успеть реализовать свои желания вовремя, и поэтому делают максимум. Однако это большая ошибка бояться. Если вы не уложились в поставленные сроки, просто перенесите дату выполнения и продолжайте свой путь. Заключительным шагом в этом алгоритме успеха будет результат. Он тесно связан с волей и приложением усилий. Не бойтесь дать себе немного времени на то, чтобы проанализировать свой путь, на то, чтобы понять, какие шаги вам помогли, что помешало, нравится ли вам то, чего вы добились, а счастливы ли вы. Помните, что каждый день человек ставит перед собой сотни целей, и каждый день он проходит новый участок длинного пути к самосовершенствованию. Цели должны быть ежедневными. После того, как вы определили мечту, разбили ее на достижимые участки, пришло время начать действовать. И действовать нужно каждый день. Ведь сами по себе цели ничего не стоят. Без веры они ничто. Только действием можно поддерживать веру на уровне, достаточном для того, чтобы мечты стали реальностью, а желания исполнились. Питайте ваш разум великими мыслями, потому что вы никогда не сможете подняться выше, чем думаете. Это слова Бенджамина Дизраэли, 42-го премьер-министра Великобритании. Человек так устроен. Сначала он создает что-то в своей голове, а затем это воплощается в реальности. Цель достигается, желание исполняется, а за одним исполнившимся желанием и за одной достигнутой целью стоят другие, которые только предстоит достичь. А теперь подумайте, что вы можете сделать прямо сейчас для реализации своей мечты. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось видео.